Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео сделаем очень оригинальные тычинки для украшения ваших работ. Рисунок таких тычинок напоминает роспись или мраморный узор. Если для украшения какой-то из работ вам хочется добавить что-то особенное и необычное, я думаю, такие тычинки с легкостью это сделают. К тому же сам процесс очень увлекательный, проходит быстро и незаметно. Но обо всем по порядку. Для работы нам понадобятся самые простые материалы, такие как клей ПВА, картофельный крахмал, нитки. У меня это хлопчатобумажная нить, похожая или такая же используется при производстве тычинок. Можно также использовать нитки типа ирис, но они немного толще. Акриловые краски, но подойдет также гуашь либо акварель. И любое глянцевое покрытие. Это может быть акриловый лак, либо топовое покрытие для ногтей. Итак, приступаем к работе. Нить я буду наматывать на плотный пластик. Сразу же возьму кусочек необходимой мне ширины по длине тычинок, примерно 7 см. Наматывать нить можно на рамочку или что-то подходящее для этой цели. Сделаю небольшие надрезы, чтобы закрепить нить. Берем нить, и теперь нам нужно хорошенько пропитать ее клеем. Делайте это любым удобным для вас способом. Закрепим край. И теперь, немного натягивая, наматываем нить. Все готово, оставляем сушиться. Время сушки зависит от качества клея. У меня нить высыхает в течение получаса. Высохшую нить аккуратно снимаем и разрезаем. Основы под тычинки подготовлены. Далее из клея и крахмала готовим смесь для головок. Берем немного крахмала и добавляем клей ПВА. Не делайте смеси слишком много, так как в процессе работы она подсыхает.
Все хорошенько перемешиваем. Консистенция должна быть не слишком густой, чтобы ее можно было легко нанести, но и не слишком жидкой, чтобы она не стекала. Хорошенько все перемешиваем, чтобы получить ровное глянцевое покрытие без комочков. Получившуюся смесь подкрашиваем белой краской. Я использую акриловую краску. Смесь подготовлена, а для сушки тычинок я буду использовать простую подставку, сложенную из бумаги. Наносим первый слой смеси, делаем маленькие капельки. Кладем тычинки сушиться. Оставляем сушиться первый слой. Далее готовим точно такую же смесь, подкрашиваем ее белой краской и на высохший первый слой наносим второй. Смесь наносим ровным тонким слоем, чтобы она не стекала. Чтобы ускорить процесс, можно использовать готовые тычинки. В этом случае ваша работа сразу начнется с нанесения второго слоя, а также не потребуется подготавливать нить, пропитывать ее клеем и сушить. Если видите, что масса становится густой и сложнее наносится, добавьте немного клея. Оставляем сушиться второй слой. Второй слой высох, наносим третий слой. Количество слоев может быть любым, в зависимости от того, какого размера тычинки необходимо получить. Сушим третий слой.
И теперь готовим смесь для четвертого цветного слоя. Я ее сделаю не такой густой, для более легкого и тонкого покрытия. Добавим краски. В данном случае я буду использовать белую и синюю. Для придания большей глубины добавлю немного чернильного цвета. Узор буду наносить с помощью зубочистки. Наносим четвертый цветной слой. Вот что у нас получилось. Кладем тычинки сушиться. Тычинки высохли. Высохшие тычинки получаются полуматовыми. Для практичности и красоты добавим немного глянца. Нанесем верхнее покрытие.
Это может быть акриловый лак для декупажа. Я буду использовать топовое покрытие для ногтей. Gotta stay loose when next to you, for sure, or else you get bruised. There's no pick and choose, for sure. You set the weather. Глянцевый слой высох. Every cloud, every rain. И теперь тычинки готовы к использованию. До встречи в следующих видео. Пока! Every tune is your song. Doesn't matter